Всем привет! Еще одна такая внеплановая торговая сессия. Увидел, что вот несколько монет начали быстро падать. Решил открыть торговый терминал, посмотреть. Вот я их, кстати, добавил уже себе в терминале. Решил посмотреть над ними, возможно, какие-то ситуации, которые можно будет торгнуть. Так, тут YouTube какие-то видео у меня открыты на фоне, я слышу немножко звук. Так, и посмотрю, может просто, если здесь сделок не будет, я просто не выложу это видео. А если будут, то, то можете быть уверены, тут сейчас найду какую-то сделочку. Какой-то 10% движения цены. Интересно, они начали падать примерно в одно время, одно 10%, 6 и еще 10. Так, тут немножко шаг цены уменьшим, а то стакан прыгает. И вот так, минутка. Нас больше всего интересует минутка. Кстати, вот эта монета, которая 6 упала, она начинает дальше падать. Возможно, дальше добьет до 10, но я не уверен. Так, что это за монеты вообще такие? Сун, Обол и БМТ. В топе по объемам никаких. Нет, в топ по объемам они не вырвались, потому что они не самые популярные. И сколько? Уже 8% движения, кстати, на этой монетке, где 6 было. Так. Интересно. Уровней никаких, по крайней мере, так, на этой монетке уровней снизу нету. На этой чуть ниже есть какой-то зеркальный уровень. Вот здесь, кстати, вот здесь возле уровня примерно цена сейчас притормозила. Круглых цифр особо нет. Там 10 центов где-то, но это ниже, это еще процента 4 движения. Тут, кстати, что по круглым. Особо нет. Возле 13 вот здесь стоим. Но это я бы не сказал какой-то уровень сильный. А вот тут-то мы продолжаем падать. Возможно, вот здесь быструю сделку торгануть. Но такое чувство, что здесь нужно заходить на половину объема своего обычного, так как именно вот эта монетка очень быстро двигается. То есть, если я захожу на половину объема, то у меня стоп-лосс 2% будет, а не 1. Кстати, здесь это довольно неплохое соотношение, 2%. Это та монета, которая была на 6% упала, ну да. После этого она упала еще на 7 или 8. Так. Кстати, возможно, вот здесь довольно неплохое место, чтобы зайти в шорт. Мы пробили единицу, пробили 10 центов. Но нет, цена. Я хотел, чтобы она хоть немножечко остановилась, дала возможность лонгануть. Но такого не случилось. Мы просто на этих монетах падаем. Я жду хоть каких-то остановок цены, чтобы те, кто хотят лонгануть, ну, скорее всего, те, кто не умеет ждать, они просто заходят по рынку, перезаходит кто-то. Но я хотел дождаться. Сколько процентов движения? Уже 18. Как же она сильно падает. Пока у меня в приоритете вот эта монета, Сун, и БМТ. Вот это мне не так сильно нравится. Обол. Чисто потому, что тут есть какие-то уровни. Возможно, это даже хорошо. С уровнями люди больше.
лонговали. Но то, как она идет, у меня скажем так, не возникает желания здесь лонгануть. Да и на таком, если честно, уже страшновато. Просто 6% движений за минуту цена летит. Так, главное дождаться своих ситуаций, взять там какой-то $1-2, не гнаться за большими прибылями. Вот здесь интересно такое, если его выкупят, немножко постоим, вот здесь 92 где-то, то я бы зашел бы в шорт. Тут у нас продолжается падение, уже падение 30 почти процентов. Почти 30. Просто увидел 20% движения цены. Кстати, вот именно уже с записи. Но если даже чуть выше, то... Да нет, кстати, я не знаю, почему на... Не, 20%, не 30, здесь я ошибся. Так. Вот интересный моментик. Первая остановочка. Лонгануть ли здесь, либо страшно лонговать или нет. Посмотрим. В принципе, на таких монетах сейчас страшно заходить в лонговые движения. 10% палка вот это. Ой, так, тут у нас что происходит? Кстати, если будет какой-то прям быстрый откат, то мало кто будет верить, что после таких резких падений будет разворот. Скорее всего, люди будут пытаться дальше ловить дальнейшее движение вниз. Но для этого нужен прям нормальное лонговое движение. Не знаю, я бы здесь еще немножко подождал. Очень сильно падает. Все очень интересно. Может, еще какие монеты? Ой-ой-ой, еще как минимум одна падает чес. Монетка. Давайте ее добавим. Блин. Такая же примерно ситуация, только здесь чуть посвежее. Она еще не начала тормозить. Она просто падает. Биточек у нас там хоть не начал валиться? Да нет, это просто какие-то именно альткоины падают. Давайте вот здесь на 5-м месте. Аниме не падает, я хотел посмотреть по падению. Бомба МТС, ФЛМ. ФЛМ также падает, но она более долго. Так. Ну не, пока самые активные вот эти монеты. О, кстати, круглое число 7 центов. Возможно, вот перед ним немножко попытаются набрать
в лонги. Кстати, в процентах тут 2%. Зайду, наверное, вот. Ой, вот так примерно. Может, на пол объема зашел своего стандартного, потому что здесь очень волатильный график. Но нет, это здесь не нужно было заходить. Так, ладно. Один стоп-лосс мы взяли. Слишком быстрый. Эту монетку я торговать, по идее, больше не должен. Посмотрю другие. Вот здесь хочу шортануть, но страшновато. Если честно, в том плане, что боюсь резкий какой-то импульс вверх и меня выбьет. Очень волатильная монета. Стоп, так, нужно немножко шаг цены уменьшить. Зашел снова на небольшой объем. Но тут это особо роли не играет. Тут большие движения. Что сейчас поставлю, чтобы я мог закрыться в любую секунду в монетах. Жду как минимум 2% меня закрыло. И здесь просто сквизом. Просто сквизом закрыло. Неприятная ситуация и пойдет, скорее всего, дальше вниз. Я словил 2 стоп-лосса. Так, эти монетки, по идее, я больше торговать не должен на этой торговой сессии. Да, неприятная ситуация. Просто все начало падать. Я пытаюсь заходить по тренду, но меня выбивает каким-то сквизом усуал. Усуал. Нужно... Так. Хм. Тут двоякое чувство. Может быть продолжение движения, но может быть и какая-то остановка. Кстати, в процентах довольно много. Блин. Тут подумал, но не зашел в лонг. Можно было словить вот этот сквиз какой-то.
посматриваю, какие есть здесь монетки. FLM Chess. Так, у меня есть Ball, Sun, FLM и Chess. Смотрим, как они в моменте идут. Они просто у нас падают. Попытаемся все же проторговать вот эту ситуацию. То, что у нас чес падает до сих пор. Чес нет. Чес это монетка ту, которую я торговал. Сейчас мне торговать сейчас нельзя. Или это не оно. Ну да, это она. 7 центов. Круглое число, возле которого я пытался словить ситуацию. Вот здесь хочу лонгануть, так как есть возможность зайти в шорт. Но нет. Я хотел дождаться еще небольшого такой остановки цены, но остановки цены не произошло, и поэтому я не заходил. Так. Я жду резкое движение вверх, после которого люди начнут активно шортить все эти монеты. Я попытался бы его высидеть. Но оно должно быть достаточно резкое, чтобы после него захотелось заходить в шорт. Но таких пока ситуаций я не вижу. Так, сегодня я начинал со 123, минус $1,5. Не так-то пока и много. Смотрим дальше ситуацию. Я ожидал, что это будет быстрая торговая сессия, но много монет начали за первыми 3 падать. Поэтому чувствую, эта торговля затянется. Ну, если, конечно, я сейчас не словлю еще пару минусов, и просто прекращу торговлю на этом, чтобы не превышать дневной стоп-лосс. Так вот, чес мне нужно убрать. Я на него постоянно посматриваю. Его торговать мне нельзя. Так, тут у меня что? Сум, Обол и ФЛМ. А по росту у нас какие-то монеты сейчас не стреляют случайно? Нет. О, вот, кстати, БМТ мне нравится в лонг. БМТ. Вот мне тут нравится лонгануть. Но я подождал бы несколько минут замедления цены, чтобы не увидеть резкий какой-то вкат, что действительно дает возможность шортить. И вот здесь, как мне показалось, была бы хорошая возможность.
Настройки, размеры ордеров немножко. Плечо слетело. Это что за монета? БМТ быстрее, комиссия, плечо. Там скорее точка входа уже. Да, блин, я хотел вот здесь зайти в лонг. Уже 1,5% движения было у меня. Дайте мне, пожалуйста, еще раз зайти. Но уже, кстати, это менее вероятно. Такой исход. Фух, неприятная ситуация. В принципе, профитная сделка. Тут еще как будто бы что-то интересное намечается. Уже 3 движения с момента, где я хотел 3% движения. Да. Если увидеть здесь несколько красных свечей, уже можно будет задуматься, будет ли дальнейший рост. Пока, я бы сказал, здесь неопределенность. Нет каких-то прям признаков, что цена останавливается, либо замедляется. Поэтому здесь в идеале подождать. Тут такое чувство, что по похожей аналогии можно было бы шартануть с маленьким плечом, но лонговать вот здесь страшно, кстати. Кстати, если еще минутку примерно подержится на этой высоте цена, то тут уже будет 3 минуты примерно движения, а лонговать здесь максимально страшно, потому что ты не уверен, может быть любой прострел, точнее, может быть любой откат, и тем самым тебя выбьет. А шортить здесь довольно приятно, потому что ставишь маленький стоп и потенциально берешь огромное соотношение. Так что я бы здесь зашел. Давайте еще секунд 30, если цена постоит, не полетит вверх за это время. Я что-то сделал случайно. Я зашел не на тот объем, который хотел. Сейчас попытаюсь быстренько перезайти. Меня откроет. Все, я перезашел на нужный объем. Там случайно, думаю, несколько центов минуса получил. И выставим take profit. Take profit примерно 2% хотя бы. Вот тут. А по вот этой монетке, кстати, если вот этот рост вкатает, будет довольно сильный знак, как мне кажется, на то, что здесь движение вверх закончилось. То есть, если вот этот рост буквально минутной свечой вкатывается, уже как минимум страх появится. Но это маловероятно, как мне кажется, но был бы идеальный расклад для того, чтобы зайти мне в сделку. Тут
также довольно хорошее соотношение 1 к 2, 1 к 3. Тут, возможно, можно и выше было подтянуть, но нет. Кстати, к сожалению, здесь я не зашел, и также 3% движения вверх произошло. Поставлю чуть выше профит. Так, тут, к сожалению, я не зашел. Вот здесь у нас поджимается к какому-то минимуму. Мне кажется, будет пробой, но если цена чуть ниже постоит буквально минутку-две, то много начнут заходить на пробой 20 центов. И, возможно, процентное какое-то движение от 20 я бы попытался взять вверх. Возможно, кстати, и здесь уже заходит, так как цена довольно-таки долго стоит. И есть ощущение, что мы не зря подошли уже к этой зоне, будет пробитие вниз. Нам не нужно, но сейчас плохо заходить, сейчас соотношение не очень. Мне нужен еще один импульс вниз, скажем так. Тогда я зайду, но перед этим желательно, чтобы не было каких-то резких движений вверх, чтобы тех, кто вот здесь заходил, их не побрили. Так. Вот эту монетку я смотрел. Давай вкатай вот этот рост, это будет отличным сигналом, что покупателей здесь нету силы и возможен пробой. Блин, к сожалению, первую партию самых тех, кто стояли с большими плечами, тех мы побрили, вот этим сквизом забрали. Так, тут у нас, кстати, несколько монетка начала рост. Ресолв какая-то. Ресолв. Я смогу ее себе добавить, чтобы наблюдать за ней. О, вместо какой-то монетки. Возможно, это новая монета. Так, попытаемся сейчас фьючерс обновить. И теперь, да, вот она. Это относительно новая монета. Кажется, потому что раньше на фьючерсах не было. Ну да. Это новая монетка стакан. Тут нужно уменьшить, чтобы он так не скакал. А в процентах... В процентах она так, в принципе, приятно ходит. Так же летает, как и остальные. Тут снова же я не заходил. Не заходил, походу, на волатильных монетах не нужно ждать прям полноценной, скажем так, обманных каких-то ситуаций. Нужно заходить прям в накоплениях.
Нужно подумать. Я не понимаю, почему началась такая волатильность. Биток же реально на месте стоит. Ну, плюс-минус, да. А монеты просто начали летать. Но я уже для себя много раз замечал, что именно на вот таких летающих монетах нужно прям брать и просто заходить именно в накоплениях. А не нужно ждать какие-то ложные пробои и все то, что в основном происходит на, скажем так, на боковиках. Так. Хм. Тут складывается впечатление, что сила покупателей уменьшается, поэтому тут уже как бы роста нет. И возможно сейчас смарт зайти в шорт, поэтому не хорошее ли здесь место, чтобы лонгануть? Думаю, да. Открою здесь лонговую позицию, и по идее, пока я больше не могу открывать. У меня сейчас одна позиция, так, на балансе у меня 120 и две сделки открыты. Если две сделки закрываются по стопу, это доллар 20, в принципе, дневной стоп-лосс, если обе сделки закроются по стопу. Тут у меня почти был тейк, но начало движение откатываться дальше вниз. И тут я хотел примерно взять примерно процентик. Это где-то вот сюда. 20, 50, 20,95. Давайте выставлю в монетах. Take profit 1156.
Вот, все. Take profit 1 к 1 стоит здесь соотношение. И тут у меня... Посмотрим, как. Закроет ли меня или нет. Но здесь мне нравится, то, что нету прям такой уверенности, что цена дальше пойдет вверх. Тут, в принципе, вот этом накоплении, которым я заходил в лонг, была возможность, что мы развернемся, типа вот глобально такого уровня сопротивления. Дальше вот сейчас, типа, кажется, будет ли расти, ну, вовсе не вариант. Здесь лонговать очень страшно, потому что может пойти движение вниз. Так что я здесь рад, что стою в лонгах. Как по мне, позиция отличная. А вот здесь, к сожалению, закрой меня. Закрой. Почему меня не закрывает? Или меня закрыло на... Меня закрыло, но почему-то не полностью. Странно. Ладно, жду результата по этой сделке. Скорее всего, наверное, там сколько минусов 3. И вот это первая плюсовая, но здесь хорошее соотношение. И я надеюсь, что это плюсовая, а не сейчас хватает. Так что вот эта сделка хотя бы немножко должна отбить мне потери. Может, в небольшом минусе останусь. 117,5. Даже на 50 центов уже превышен лимит. Так что эту сделку нужно закрывать только в безубыток. Либо профит. Да. Он там на 50 центов то, что превысило дневной стоп-лосс. Это все немножко решается тем, что мне примерно 50 центов вернется в комиссиях завтра, так что плюс-минус я на этот лимит сейчас, но больше мне заходить в сделки нельзя сейчас. Жду результата вот по монетке FLM. Если закрывается в профит, наверное, сделаю перерыв и уже вечером торгану еще одну торговую сессию. А если закроется в убыток, то, ну, точнее, по безубытку я закрою его, то тогда на сегодня все. Но тут, скорее всего, понятно, также каким-то мод ожидания сейчас уже на нашей стороне, оно прям стоит вплотную возле стык профита и может в любую секунду быть движение в нашу сторону. Я больше всего не люблю, когда подходит к такому уровню и начинается жесткий распил. Начинает сейчас какой-то откат, потом вкатает его назад, поднимется и начнет просто стоять здесь. Это, кстати, в сколько мы бились? В 70? Хай, в 70. Мы прям четко в 70 бились 2 раза. Но его не пробили. Вот сейчас снова начнем биться в 70. Я надеюсь, будет быстрое движение, быстрый какой-то импульс.
Возможно, даже лучше руками закрыться, если меня не закроют моментально. Вот, начала разъедать объемно с 70 и закроет мне. Все, сам руками по 70 закрылся. Решил не рисковать, потому что как-то моментально меня не закрыло. Так, итоговый баланс у нас начали со 123, а закончил на примерно 121. Небольшой минус этой торговой сессию сделал, но буквально одной сделкой все вытащил, потому что фактически это прям убыточная торговая сессия. Не получилось у меня отторговать вот эти резкие все падения. Несколько раз просто закрыла сквизом вверх и покатилась дальше. Так что вот так. Но я прям усвоил тот момент для себя, что не нужно ждать именно на вот этих резких движениях каких-то сильно умных комбинаций. Тут больше все на эмоциях, как бы сказать, торгуется. Все очень быстро. Нету каких-то ложных заколов, всего вот этого, что есть в боковике. Тут просто стоит накопление, пробило. Стоит накопление, пробило. Все как будто намного проще. Так, на этом все.